Волна арестов пророссийских политиков в Европе. Зеленский летит в США. И кто собирается оккупировать Львов? Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Ким отправляет корабли. Чем еще России поможет КНДР? Новая коалиция готова спасти Украину, если США не поможет. Грантоеды возвращаются. Какие статьи международной помощи разморозит американский Госдеп? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Рамочный договор будет подписан между США и Украиной, а это значит, что следующие стадии переговоров еще будут. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подготовку к визиту в Вашингтон, намеченному на 28 февраля. Основной темой переговоров станет пересмотр соглашения о добыче редкоземельных материалов, чтобы избежать долговых обязательств Украины. Текст договора уже появился в сети. Зеленский подчеркивает, что в новом соглашении нет упоминания о долге в 500, 350 или 100 миллиардов долларов, что было бы несправедливо по отношению к Украине. Гарантий безопасности там по-прежнему нет, но есть пункт, который касается поддержки усилий Украины по получению таких гарантий для установления прочного мира. Головні питання, які піднімав саме я, вони там звучать дуже непогано. І дійсно команди попрацювали, і тут і українці, і американці. Головне для мене було, що ми не є боржниками. І незважаючи, що де звучить в медіа, в угоді немає ні 500 мільярдів боргу, ні 350, ні 100 мільярдів, тому що це було би несправедливо, я вважаю, по відношенню до нас. Ну а вслед за этим высказался и Трамп. Прошло первое заседание нового кабинета, началось оно с благодарственной молитвы «Спасибо Богу за президента Трампа». Дальше он начал отвечать на вопросы и говорит: Путин умный парень, хитрый человек, и сделку заключить с ним удастся, как и с Украиной тоже. Трамп на 100% уверен, что Зеленский подпишет договор, когда приедет, а гарантии безопасности даются как бы автоматически. Но вот про НАТО придется забыть. Трамп до сих пор считает, что именно это стало причиной начала войны. Ну а Дональд Трамп-младший пошел еще дальше, говорит, вообще не может себе представить, чтобы кто-то в здравом уме выбрал Украину в качестве союзника, если на другой чаше весов Россия. Как мы видим, спор начался еще до приезда Зеленского в Штаты. Посмотрим, чем он продолжится. Но для того, чтобы перестраховаться, Украина вынуждена расширить мобилизацию, включая привлечение молодежи, чтобы противостоять возможной неблагоприятной сделке с Трампом. Ну, то есть, если условия все-таки ухудшатся. Об этом пишет The Economist, и ссылаются они на украинских и на американских чиновников. Посмотрим, а как вы думаете, будет ли такая сделка успешной, не потеряют ли обе стороны, ну или не потеряет ли Киев какие-то свои позиции, а может быть и независимость? Пишите в комментарии под этим видео обязательно. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Трампа на третий срок. Республиканский конгрессмен Энди Оглс из Теннесси предложил поправку к Конституции, которая позволит Дональду Трампу баллотироваться на третий срок. Но 22-я поправка, принятая в 1951 году, четко ограничивает президента 2 сроками. Изменение этой нормы требует одобрения 2/3 Конгресса и ратификации 38 штатов, что практически невозможно в современных политических реалиях. Сам Трамп неоднократно намекал на возможность третьего срока и назвал себя королем и, шутя, говорил о продлении своего правления. Но он-то точно не диктатор. Эксперты считают такие изменения маловероятны и говорят, что Конституция надежно защищает демократию от авторитаризма.
Скандал в Румынии. Пророссийский кандидат арестован после аннулированной победы на выборах. Келен Джорджеску, ультраправый политик, был задержан. Его подозревают в незаконном финансировании кампании и пропаганде фашизма. Его неожиданная победа в первом туре президентских выборов была аннулирована из-за подозрений во вмешательстве России и манипуляциях через ТикТок. Прокуратура провела обыски по 47 адресам, связанным с его кампанией, включая дом его охранника. Там было обнаружено $10 миллионов и билеты в Москву. Джорджеску отрицает все обвинения, называя их кражей демократии, вторит ему вице-президент США Джей Ди Венс, Дональд Трамп-младший, которые осудили арест. Еще и Илон Маск высказался по этому поводу, мол, демократию ущемляют. Спросили и мы у опытного эксперта по политическим вопросам, что это все означает, как расценивать задержание пророссийского политика. В Европе сейчас тренды на нас давят, а мы делаем свой выбор. Честный. Нравится эта демократия кому-то, не нравится, но она у нас есть. И мы за нее готовы голосовать. Воевать пока не готовы, это факт. А вот голосовать – да. Поэтому я, конечно, могу ошибаться, но мы можем увидеть интересные решения, в том числе и в Румынии, которые разочаруют американский нынешний топ-политикум, но будут на пользу той же Румынии. Но не только у румынского товарища, но и у других друзей Путина в Европе начинаются проблемы с законом. Суд Боснии и Герцеговины приговорил президента Республики Сербской, которая как раз входит в состав Боснии и Герцеговины, Милорада Додика, к 1 году тюрьмы и запретил ему занимать пост в течение 6 лет. Его признали виновным в нарушении решений высокого представителя международного сообщества. Нет никаких причин для беспокойства. Я научился справляться с более сложными вещами, поэтому мы поднимем и этот вопрос. Для меня важно, что вы здесь и что вы поддерживаете меня, и это всегда будет важно для меня. И эта картина, на которую я смотрю, будет у меня перед глазами. Швеция, Литва и Ирландия объединяют усилия для поставки Украине мощных систем ПВО на миллионы долларов. Эти страны договорились о совместной поставке современных систем противовоздушной обороны для того, чтобы усилить защиту Украины от российской агрессии. Общая стоимость помощи оценивается в миллионы долларов. Точную сумму не называют, и это значительно должно укрепить обороноспособность страны, значит, сумма все-таки большая. Даже если Украина будет воевать без американской поддержки, она не будет биться своими силами. Все более совершенное оружие поступает из других европейских стран. К тому же западные партнеры выделяют Украине 700 миллионов евро на оборудование для разминирования. Средства планируют предоставить до 2034 года. Решение принято на заседании коалиции по разминированию, которое проходило в Вильнюсе. Львов – польский город. Оказывается, кандидат в президенты Польши решил построить свою предвыборную кампанию на ненависти к Украине. А что украинцы восстанавливают во Львове? Памятник преступникам, ответственным за гибель 100 тысяч поляков. Но если такой запрос в медиа появился, является ли он тенденцией? Можно ли говорить, что межнациональная ненависть используется во внутренней повестке? Поговорили об этом с главой аналитического центра «Политика» Олегом Лесным. Это же не первый политик, который у нас забирает территории. Только у нас Россия начинает забирать территории, мы сражаемся. Только мы сражаемся. А вот эти игры, то, что мы у них заберем, мы на это, они слабые, поэтому не будут сопротивляться. Кто слабый? Мы сопротивляемся 11 лет, а вообще сотни лет, да? Тому же врагу, который для Польши такой же враг на самом деле, как и для нас. И мы закрываем собой, когда нет понимания между Польшей и Украиной, всегда выигрывает Россия. К сожалению, это сейчас не происходит, потому что в большинстве своем все-таки мы партнеры, да? Но об этом нужно думать. И обязательно думать политикам. Понятно, что выборы такое дело приходят и уходят. А шрамы от того, что делают политики, остаются надолго. И они не просто чешутся, они кровоточат.
Госдепартамент США разрабатывает дополнительные исключения из списков замороженной иностранной помощи, чтобы предоставить Украине доступ к части экономической и военной поддержки, которая сейчас приостановлена. Эти меры отражают разногласия внутри администрации Трампа по вопросу поддержки Украины, и именно военной поддержки. Среди программ, которые могут получить исключение: разминирование, контроль за незаконным оборотом наркотиков, экономическая поддержка, программы в сфере здравоохранения. Ранее США заморозили значительную часть иностранной помощи, что затронуло и Украину тоже, но давление со стороны Конгресса и союзников привело к поиску способов разморозить хотя бы часть этого финансирования. Ким будет еще тщательней помогать России. Аналитики Института изучения войны пишут, что КНДР рассматривает возможность увеличения экспорта материалов в Россию, что может усилить военный потенциал Москвы в конфликте с Украиной. Коммерческие спутниковые снимки, собранные Planet Labs, показывают 110-метровое судно, входящее и выходящее из северокорейского порта Расон, вблизи границы с Китайской Народной Республикой и Россией. Северная Корея, вероятно, использовала этот порт для передачи боеприпасов во Владивосток в ноябре 2023 года. На спутниковых снимках также видна линия контейнеров протяженностью около 100 метров на пирсе в порту Расон, рядом с пришвартованным судном. В Польше метеозонд с белорусскими сигаретами пробил крышу жилого дома. Атака контрабанды произошла в одном из городов гмины Шудялова. В пакете с сигаретами находилось более 1500 пачек, общей стоимостью больше 26 тысяч злотых. Пограничная служба Польши возбудила уголовное дело, ищет причастных, кто такой заядлый курильщик. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все, до встречи и хороших вам новостей.